Приветствую вас на нашем канале. В сегодняшнем видео мы будем готовить вот такой очень вкусный, нежный, ароматный медовик. Этот медовик имеет нотку современности. В состав этого торта входит не только сметанный крем, но также с добавлением сливок. Оставайтесь со мной и поехали вместе готовить. Начинаем приготовление нашего торта с коржей. Кастрюльку ставим на средний огонь. В кастрюльку добавляем мед, сахар и масло. Все эти ингредиенты должны растопиться до однородной массы. Топим все наши ингредиенты до полного растворения сахара и меда. Все, сахар и мед растопились в масле. Теперь добавляем соду и хорошо перемешиваем. Так, вот такую консистенцию. Так, вот такую консистенцию имеет наша масса. Теперь эту медовую массу нам необходимо остудить до температуры, чтобы можно было добавить яйца. Наша медовая масса остыла. Добавляем яйца и хорошо все перемешиваем. Здесь у меня просеянная мука, и я добавила щепотку соли для балансировки вкуса. Так. Добавляем муку. Так. Так. Добавляем муку дальше. Всю оставшуюся муку я высыплю на стол. И в эту муку я выливаю наше тесто. Так. Все, теперь собираем наше тесто с оставшейся мукой.
Вот такое тесто получается в итоге. Так, я в кулечек перекладываю тесто. Все, и на 1 часик я отправляю тесто в холодильник. Мое тесто провело в холодильнике 1 час. Теперь достаем. Так. Здесь у меня приблизительно 700 грамм теста. Нам необходимо этот кусочек теста поделить на 10 равных частей. Вы можете поделить это тесто условно, вот так вот, а можно использовать весы. Я буду использовать весы. Так. Два, 4, 6, 8, так, и 10. Все. Весы я убираю. Дальше я вот так вот раскатаю шарики. Так, все. Духовку я разогрела заранее на 185 градусов. Дальше стол я присыпала мукой. Так. Так, и раскатываем тесто. Так. Я вот так вот себе приблизительно. Все. Выпекать я буду вот таким вот образом, а потом после выпечки, пока корж будет горячий, мы вырезаем корж кольцом. Так. И вот так вот вилочкой немножко. Отправляю корж приблизительно на 5 минут. Пока наш корж выпекается, мы подготовим следующий корж. Такое тесто получается очень мягкое и очень послушное и легкое в работе. Так, вот так я себе приблизительно. Так, все. Ждем, пока корж выпекается. И таким же образом мы продолжаем выпекать следующие наши коржи. Наш первый корж выпекся, и нам теперь необходимо вырезать вот такой формой. Форма 16 диаметров. Так. Вот такой ровный коржик у нас получился. Вырезать корж необходимо сразу же после выпечки, пока корж горячий. На выпечку каждого коржа уходит приблизительно 5 минут. Так. Красавчик. Вот такие нереально вкусные медовые коржи у нас получились. Теперь из этих коржей мы будем готовить очень вкусный медовый торт.
Коржи пока вместе отставляем в сторону. Так, занимаемся приготовлением крема. Если комбайна такого нет, крем вы можете взбить обычным ручным миксером. В дижу миксера мы добавляем сливки, и взбиваем. Взбиваем сливки до вкусного состояния. Так. Сливки мы взбили. Дальше до сливок добавляем сметану. Вот такая вот консистенция сливок. Сметану берем не менее 20% жирности. И добавляем сахарную пудру. И крем нам необходимо хорошо взбить. Вот такую густую консистенцию приобрел наш крем. Сметану я не отвешивала, у меня сметана 20%. Дальше приступаем к сборке торта. Собирать торт я буду в кондитерском кольце. Кольцо у меня 16 диаметров. Так. Также крема у меня получилось 700 грамм, и мне необходимо этот крем поделить на равных 10 частей. Так, я воспользуюсь весами. И теперь выкладываем крем на корж. Так, выкладываем следующий корж. Так. Так. Друзья, вот таким я образом сделала резиночку, поскольку моя формочка разъезжается, и мне не очень удобно собирать торт. Поэтому я скрепила резиночкой, и дальше продолжаем работать. Так. Следующий корж. Тортик мой получился немного выше, чем моя форма, поэтому я воспользуюсь ацетатной пленкой. Так. Так.
Все, тортик мы собрали, вот так вот получается у нас. А теперь этот тортик мы отправляем в холодильник приблизительно на 6-8 часов для стабилизации. Ну а пока наш тортик находится в холодильнике, мы сделаем крошку для украшения. Крошку мы делаем из обрезков. Для получения крошки я буду использовать блендер. Это тесто очень хорошо крошится, поэтому если блендера нет, вы можете положить в пакетик и просто пробить скалкой. Так. Так. Вот такая крошка у меня получилась. Друзья, вот такой вот тортик мы достали из холодильника спустя 4 часа. Дальше торт нам необходимо украсить. Так. Так, есть. Так, крем у нас получился очень стабильный. Угу. Так, крошечку мы уже сделали. Теперь начинаем посыпать крошкой торт. Если крошку вы будете делать блендером, она получится вот такая меленькая. И торт будет выглядеть еще более красивей. Так. Чтобы убрать эти крошки с тарелочки, я воспользуюсь обычной кисточкой. Вот такая красота у нас получилась. Он нереально вкусный и очень-очень ароматный.
Друзья, спасибо вам за ваши просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дальше будет больше и вкусней. До встречи!